Всем добрый день, меня зовут Роман Зорькин, мы на канале Мир музыки. Сегодня у нас небольшой обзор сравнения двух хитов, двух бестселлеров. Это Yamaha C40 и Yamaha CG122MC. Сейчас у меня в руках находится главный хит. Это Yamaha C40, одна из самых продаваемых моделей классической гитары, наверное, во всем мире, без преувеличения. Отличительной особенностью гитар Yamaha является их удобство, качество сборки и сбалансированность звучания, независимо от ее цены. Это очень важно отметить. Yamaha C40 — это часто самый первый инструмент. То есть люди, кто решил учиться играть на гитаре, там поступили дети в музыкальную школу, или неважно, или взрослый человек решил учиться играть на классической гитаре. И вот чаще всего именно C40 оказывается в приоритете. И понятно, по сочетанию всех характеристик, это действительно настоящий бестселлер по всем параметрам. Самое главное, что этот инструмент, несмотря на его небольшую стоимость, он удобный, а удобство — это 90% успеха при начальном обучении. То есть когда вам удобно играть, это означает, что все будет дальше складываться хорошо. Большое влияние на звучание классической гитары оказывает верхняя дека. Когда-то был проведен такой эксперимент, не помню уже каким мастером. Суть была в том, что человек взял для верхней деки хорошую ель, а все остальное было сделано из папье-маше. И гитара звучала. То есть человек доказал таким образом, что основополагающее влияние на звук оказывает именно верхняя дека. У нас сегодня на обзоре две гитары, и материал верхних дек у C40 и CG122 разный. Значит, у C40 это ламинат ели, у CG122 это массив. В данном случае это массив кедра. Итак, давайте послушаем, как звучат эти инструменты. Первая Yamaha C40. Теперь послушаем Yamaha CG122. У этой гитары верхняя дека из массива кедра. И сейчас мы рассмотрим, в чем разница между этими гитарами, помимо цен. Разница, конечно, для меня в первую очередь в том, что массив дерева, он всегда звучит более породисто и глубоко. То есть звук более певучий, более летящий, такой, знаете, тембристый. То есть вы можете, когда вы придете в магазин, попробуйте просто, например, вот эти две гитары. Я думаю, что даже человек, который не является профессионалом, хотя бы в состоянии немножечко как-то вот что-то на гитаре сыграть, я думаю, что вы сразу услышите то, что гитара с массивом, она просто более насыщенная. Эти две гитары, вот в чем они
совершенно точно похожи, так это в удобстве. То есть и одна, и другая гитара обладает очень хорошим грифом, очень хорошим качеством изготовления. То есть вы всегда можете здесь не бояться, то есть все будет хорошо в плане удобства игры. Это очень важно. По большому счету, я бы так это назвал, что Yamaha C40 — это гитара для себя. То есть ты на ней играешь сам и, в общем-то, занимаешься, учишься, получаешь удовольствие от игры. Все замечательно, все удобно, все хорошо. Вот эта гитара, она не только для человека самого. То есть это еще все-таки инструмент, на котором можно и выступить. Выступить на концерте, выступить на конкурсе. И эту гитару сразу будет слышно, что она просто ярче. За счет своих материалов она ярче, чем C40. Если там ребенок у вас учится в музыкальной школе, и он участвует на конкурсах, а сейчас конкурсов огромное количество, и, собственно, практически все дети уже активно принимают в них участие, им это нравится, то, конечно, гитара из массива, она просто будет выделять вашего ребенка, ученика, просто он будет ярче выглядеть на сцене. То есть эта гитара не только для себя, но еще и, так сказать, для зрителей, для публики, для членов жюри. Сам я тоже часто сижу в жюри, и, конечно, гитары подобного уровня сразу отличаются. То есть вы просто сразу невооруженным, так сказать, ухом можете услышать, как гитара просто наполняет зал совершенно по-другому. C40 — это, скажем так, радиус более такой камерный, более близкого действия, а CG-122 — это уже все-таки инструмент с прицелом на концертный зал, то есть он может немножко озвучить уже все-таки помещение какое-то достаточно большое. Хотелось бы сказать, что обзор на Yamaha CG-122MS — это верхняя дека из массива ели. Я записывал какое-то время назад, это есть на канале Мира музыки. Там эта серия с верхней декой из ели. У них отличие в звуке на уровне красок. То есть, по сути, что такое кедр? Кедр — это звук более теплый, более такой, более матовый, мягкий, густой. И елка — это яркий, такой более блестящий звук, более открытый. Как говорят, ель, она разыгрывается немножечко дольше. Через какое-то время она еще чуть ярче становится, но более капризная. Кедр, например, он сразу в базе звучит так, как он звучит. Он разыгрывается чуть меньше, но зато с ним и, в общем-то, ничего особенного не происходит. Он чуть более как-то выносливый, что ли, то есть по сравнению с еловыми деками. Главное, что мне нравится в серии CG, это то, что они звучат, скажем так, гораздо дороже, чем есть. Гитары полностью оправдывают свою стоимость и даже больше. Итак, друзья мои, мы посмотрели сейчас две эти замечательные гитары. Чтобы вам выбрать то или иное, надо просто себе задать вопрос, для каких целей вы себе планируете купить. Если вы хотите поиграть сами для себя, скажем так, без дальнейшего выхода на сцену, вы можете взять C40, не ошибетесь, и будет все замечательно. Если вы хотите также поиграть и для себя, но с дальнейшим прицелом на выступление, то CG-122. Этот инструмент придаст вам вдохновение для дальнейшей творческой деятельности. Это всегда очень важно. Пишите в комментариях про вашу первую гитару, какая вам больше понравилась из этих инструментов, за что вы больше голосуете, за массив или ламинат. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. И до новых встреч. Увидимся.